Елена Дмитриевна с испугом смотрела на ночных визитеров. Она старательно поправляла домашний халат, из-под которого выглядывала ночная рубашка. Словно оправдываясь за свой вид, учительница робко произнесла: «Простите, но в такой поздний час я не ожидала гостей. И объясните, пожалуйста, подробнее, что случилось? Из вашего звонка я ничего не поняла». Анна громко закричала: «Не прикидывайтесь невинной жертвой, Елена Дмитриевна. У нас пропал ребенок. Понимаете? Не вернулся домой после школы». Лицо девушки моментально обрело мраморный оттенок. Как пропал? Он присутствовал на всех уроках, а потом отправился домой. Куда он мог подеваться? Андрей сделал предупредительный жест жене и, стараясь быть спокойным, сказал: «Именно это мы и хотим выяснить. Илья не вернулся из школы в обычное время. Мы обошли всех друзей и знакомых, но никто ничего не знает. Поэтому мы с женой решили потревожить вас в столь неурочное время». Разъяренная вежливостью мужа Анна чуть не испортила ситуацию. Она накинулась на него, не переставая при этом громко рыдать. «Ты отец или не отец? Что ты мечешь бисер перед ней? Пропал наш сын, а ты пытаешься соблюдать этикет. Надо действовать. Может, именно в этот момент нашему Илюше угрожает смертельная опасность». Крики возмущенной родительницы еще больше испугали Елену Дмитриевну. Девушка буквально вжалась в дверной косяк, а ее глаза от страха и ужаса стали огромными. Она тихо пролепетала: «Но поверьте, я ничего не знаю. Все было обычно, никаких происшествий во время уроков не случилось». Обезумевшая от горя мать снова пошла в атаку. «Уважаемая Елена Дмитриевна, если бы в школе было все нормально, наш ребенок бы не исчез. И как вам доверять детей?» Андрей втолкнул супругу в дверной проем и плотно закрыл дверь. «Зачем орать, Аня? Криками сейчас не поможешь. Всякое могло случиться, и причем не обязательно в школе». Анна притихла. Учительница тоже стала понемногу приходить в себя. Она беззвучно плакала и по-детски тыльной стороной ладошки вытирала слезы. Андрей подумал: «Господи, она сама еще девчонка, а на ней такая ответственность. Тут недолго и сломаться». Но озвучивать свои мысли мужчина не стал. Стараясь говорить спокойно, он обратился к учительнице. «Мы с женой уже обратились в полицию. Там взялись за поиски мальчика. Но вы сами понимаете, Елена Дмитриевна, что важна каждая деталь. Поэтому мы решились в такое неудобное время вас побеспокоить. Может, что-то странное сегодня произошло, какой-то случай, которому мы, взрослые, не придадим значения, а для 8-летнего ребенка он покажется катастрофой». Обессилевшая от эмоционального взрыва учительница опустилась на краешек стула. «Единица». Анна продолжала всхлипывать, а Андрей сразу оживился. «О чем вы? Какая единица? У Ильи всегда были отличные отметки. Мальчишка всегда старательно готовится к урокам, у него даже есть свой особенный ритуал. Сегодня я ему поставила кол за домашнее задание. Он не выполнил ни одного пункта, поэтому такая оценка была справедливой. Но я не заметила, чтобы он сильно расстроился. Правда, ребята над ним немного посмеялись, но следующий урок прошел нормально, поэтому я не думаю, что эта злосчастная единица стала причиной исчезновения мальчика». Анна внимательно слушала учительницу, а потом воскликнула: «Погодите, кажется, я начинаю что-то понимать. Совсем недавно, всего пару дней назад, сын меня расспрашивал, как в древности наказывали детей за плохие оценки. Теперь взволновался отец пропавшего мальчика. И что ты ему наговорила?» «Ничего особенного, просто рассказала немного про времена домостроя и поздние периоды нашей истории, считая, что дети должны знать традиции предков и...» Мужчина схватился руками за голову. «А ты не подумала, как воспринят эту информацию 8-летний пацаненок? Про какие традиции ты Илье рассказывала? Про то, как детей розгами пороли и на горох ставили?»
Несчастная мать снова зарыдала. Да, я во всех подробностях рассказала сыну об обычаях, а он так внимательно слушал меня. Что же я натворила? И где его искать, Андрей? Ведь он свой телефон дома оставил сегодня. Илья не знал о переполохе, который вызвало его исчезновение. Еще с утра у него было предчувствие, что он получит 2 за домашку. Но получилось еще хуже. Училка влепила ему жирную единицу. Поэтому он сразу решил, что не пойдет домой. А вдруг его тоже высекут розгами или коленками на крупу поставят на всю ночь. Лучше умру где-нибудь, а домой не пойду. Произнесенное вслух решение помогло мальчишке обрести уверенность в себе, ведь других вариантов в его положении не было. Сначала он пытался стереть единицу ластиком, но сделал только хуже. На месте оценки появилась дырка. Поэтому он решил не испытывать судьбу. Уж очень было страшно думать о розгах. Хотя Илья ни разу в своей маленькой жизни не сталкивался с этим орудием наказания. Он интуитивно понимал, что эту пытку он вряд ли выдержит. Определенного плана у третьеклассника не было. Около часа он бродил по улицам родного городка, потом направился в сторону вокзала. Мама ему рассказывала много разных историй про то, как в старину люди пешком ходили, из города в город. Ведь не у всех в ту пору были деньги на коня. Больше всего его поразила история жизни Михаила Ломоносова. Чтобы немного приободриться, Илья спросил сам себя: чем я хуже этого Ломоносова? Наверное, этот жизненно важный вопрос прозвучал слишком громко, потому что проходивший мимо старик с удивлением заметил: «О, молодой человек, не слишком ли вы рано сравниваете себя с великим ученым? Если вы сделаете хоть 10-ую часть из того наследия, что нам оставил Михаил Васильевич, тогда вы точно будете не хуже». Мужчина долго рассматривал юного эрудита, а потом спросил: «Я смотрю, молодой человек, вы достаточно образованы для своих лет. Откуда вы знаете про великого ученого?» «Мама рассказывала. Она у меня историк, в музее работает». Старик снова с удивлением посмотрел на мальчика. «Уверен, у вас светлое будущее. Наверное, круглый отличник?» Этот вопрос застал Илью врасплох. Он смутился, кивнул головой и, схватив ранец, побежал прочь. Старик долго смотрел ему вслед, качая головой. Что за молодежь пошла? И не поговорить толком. На перроне в ожидании электрички собралась целая толпа людей. Вскоре раздались гудки приближающегося состава. Подхваченный людским потоком, Илья оказался в теплом вагоне. Никто на него не обращал внимания, поэтому он устроился у окна и быстро заснул. Но сон длился недолго. Раздался резкий женский голос: «Граждане пассажиры, конечная, приготовимся к выходу, не забывайте свой багаж». Илья также незаметно вышел из вагона. Он не запомнил название станции, на которую его привез электропоезд. На улице уже темнело, а октябрьский холод быстро проник под легкую курточку. Мальчику сразу захотелось домой, где было так тепло и уютно. Он даже чуть не расплакался, но сам себе снова приказал: «Не хныкать, Ломоносов пешком прошел столько километров, а я на поезде ехал». На короткое время пример великого соотечественника помог школьнику побороть страх перед неизвестностью. Он прошел здание вокзала, где тоже было многолюдно. Неожиданно напомнил о себе пустой желудок, но бутерброды и яблоко он съел еще на большой перемене. Порывшись в кармане куртки, Илья нашел несколько монеток. Около вокзального буфета змейкой велась огромная очередь. От разных вкусных запахов сильно кружилась голова, а живот вообще не хотел успокаиваться. Но мальчик мужественно ждал своей очереди. Неожиданно к нему обратилась женщина, которая стояла впереди. «Малыш, тебя здесь затолкают. Что ты хочешь купить?» Эта добрая тетенька вызывала доверие, поэтому он раскрыл ладошку, на которой блестели монетки. «Я не знаю, на что тут хватит». Женщина покачала головой. «Да,
Особо не разойдешься, но булочку сможешь купить. Она аккуратно собрала деньги и направилась к началу очереди. «Разрешите без очереди взять, а то поезд сейчас отходит, не только булочку и котлету». Через минуту женщина вернулась с пакетом, от которого исходил теплый пар. «Ешь, котлетка еще горячая». «Спасибо, тетенька, но у меня же были деньги только на булочку. А получилась еще и котлетка. Кушай, малыш, может, и ты когда-нибудь мне поможешь. Кто знает, что с нами завтра случится». Илья уплетал неожиданно свалившийся в его руки ужин, а женщина наблюдала за ним. Когда он расправился с едой, она достала салфетку и вытерла ему руки. «Вот так, теперь полный порядок. Послушай, малыш, а где твои родители? Почему ты один?» Мальчик не успел ответить, потому что диспетчер объявил о прибытии поезда, и его новая знакомая заторопилась на посадку. «Ой, мне пора. Стоянка всего 3 минуты. Могу не успеть. Счастливо оставаться, мальчик». У выхода женщина помахала еще раз на прощание. Илья снова почувствовал себя одиноким. Никому не было до него дела, все спешили мимо, иногда толкали его, а порой даже ворчали. «Пацан, ну что ты торчишь, как тополь на плющихе? Отойди в сторону, не мешай». Илья забрался в дальний угол зала ожидания. Он почувствовал, как тяжелеют веки, и свернулся на жесткой лавке калачиком. Сквозь сон он слышал, как кто-то сел рядом. Потом этот кто-то накрыл его ноги чем-то теплым. Илье снилась единица, но во сне она была живой и толстой и напоминала старуху Шапокляк из мультика. Она грозила Илье длинным, крючковатым пальцем и приговаривала: «Розги, розги тебе назначат». Илья пытался убежать от противной старухи, но она его все время настигала и пугала розгами. Вдруг появился Ломоносов, и единица сразу исчезла. Ученый гладил мальчика по голове и приговаривал: «Домой тебе надо, ты еще совсем маленький, а единица не беда, ее всегда можно исправить». Неожиданно Михаил Васильевич стал трясти Илью за плечо. «Пацан, просыпайся, на горизонте менты, надо делать ноги, а то запакуют нас с тобой на пару». Илья даже не успел хорошо разглядеть человека, который тащил его за руку к выходу из вокзала. «Двигай ногами, парень!» Мальчик старался изо всех сил, но у него все равно не получалось быстро бежать. Тогда человек подхватил его, словно бревно, под мышку. «Горе мне с тобой! И откуда ты взялся на мою голову?» Недовольство незнакомого мужчины сильно удивило Илью. «Дяденька, но я вас не знаю». «Я тебя тоже». Незнакомец опустил мальчика на землю. «Прошу в мое скромное жилье. Не обессудь, у меня без изысков, но перекантоваться можно. И зовут меня Василием, а для тебя я дядя Вася. Понял?» «Ага». Неизвестно откуда взявшийся дядя Вася обустроил жилье для себя в вагончике. Там было не так холодно, как на улице, но очень плохо пахло. Илья обратил на это внимание. «У вас тут так воняет?» Дядя Вася хмыкнул. «Терпи, казак, атаманом будешь. Запомни, так пахнет жизнь, когда ты попадаешь на самое дно. От меня тоже когда-то пахло не так дурно. Меня уважали и даже почитали, а потом выкинули, как хлам, на помойку». «Почему?» «Потому что стал не нужен. Вот ты, куда выбрасываешь плохие вещи?» «В мусор». Так и с людьми случается, причем нередко. Ладно, сейчас разговор не обо мне. Как ты здесь оказался? И почему ты во сне звал Ломоносова? Это твоя фамилия?» «Нет, я Казачков Илья. Я сбежал из дома, потому что единицу получил». Дядя Вася слушал сбивчивый рассказ третьеклассника и не переставал удивляться. «Многое я в своей жизни повидал, но впервые вижу человека, который решил пуститься в бега из-за плохой оценки. Родители твои, наверное, от горя обезумели. А учителя? А ты подумал о том, что твою Елену Дмитриевну, которая тебе кол влепила и правильно сделала, могут вообще с работы выгнать?» Илье было очень стыдно.
Он пытался оправдать свой поступок. Но я не хотел никому делать плохо, просто боялся. Чего? Что меня накажут розгами. Будь я твоим отцом, я бы тебе всыпал так, что ты не смог бы неделю сесть. Андрей с Анной всю ночь не сомкнули глаз. Каждый час они звонили в отдел полиции, чтобы узнать, как идут поиски их пропавшего сына. Андрей то и дело подходил к окну, вглядываясь в темноту. Наступило серое утро, за окном тихо моросил дождь. «Аня, Анюта, наш Илюха, точно он!» Счастливые родители не могли наглядеться на свое чадо. Анна осыпала сына поцелуями, а Андрей благодарил дядю Васю за участие в судьбе сына. Мужчина не привык к повышенному вниманию и очень смущался. «Да ничего особенного я не свершил. Смотрю, пацаненок один, и сразу понял, что тут что-то не так. Он все про единицу рассказывал, наказания боялся. Мы его в жизни никогда пальцем не тронули. Просто не всегда маленьким детям нужно рассказывать о некоторых вещах. Иногда это оборачивается неожиданными последствиями. А мальчишка у вас хороший. Василий, чем мы вам можем помочь? Вряд ли мою судьбу исправишь. У меня ни документов, ни места жительства. Но родители Ильи помогли дяде Васе с документами. Да и Елена Дмитриевна помогла устроить его в школу сторожем. А еще он оказался совсем не старым и очень хорошим плотником. А спустя год Елена и Василий стали жить вместе, и Илья был частым гостем у них вместе с родителями. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.